Прогуливаясь по Мейпл-авеню, я заметил кое-что странное – стайку лис, шествующих совершенно синхронно. Я позвонил Рэйчел, решив, что она тоже должна это увидеть. Когда лисы достигли угла, прохожие замерли, не зная, следовать за ними или убегать. Даже офицер Милс, казалось, насторожился и слегка отступил назад. Но то, что произошло дальше, заставило всех затаить дыхание и усомниться в том, свидетелями чего они были. Но прежде чем мы начнем, нажмите кнопку «Нравится», подпишитесь и не забудьте нажать колокольчик с уведомлениями, чтобы не пропустить ни одной из наших будущих историй. Недолго думая, я оказался позади стайки лис, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Я был осторожен, чтобы не спугнуть их, не каждый день видишь что-то настолько странное. «Эй, что происходит?» Кто-то окликнул меня с противоположной стороны улицы, но я был слишком сосредоточен, чтобы ответить. Я просто надеялся, что мое любопытство не доведет меня до беды. С каждым шагом я чувствовал себя частью странного и дикого приключения. Как раз в тот момент, когда я решил, что это слишком необычно, чтобы не поделиться, рядом со мной возникла Рэйчел. Она выглядела такой же испуганной, как и я, но ей не терпелось присоединиться к погоне. «Это безумие, Алекс. Как ты думаешь, что они задумали?» – спросила она, явно взволнованная. Мы обменялись теориями, одними глупыми, другими серьезными, подпитываясь тайной. Не сводя глаз с лис, мы пришли к молчаливому соглашению раскрыть их тайну. По мере того, как мы продвигались дальше, собиралось все больше людей, которые обменивались озадаченными взглядами. Люди перешептывались между собой, неуверенные в том, что они видят. Щелкали камеры, снимали смартфоны, запечатлевая каждый сюрреалистический момент. Казалось, весь город внезапно преисполнился любопытства. «Вы это видите?» – спросил кто-то неподалеку. «Что происходит?» – пробормотал другой. Это было похоже на кадр из фильма, и никто не хотел пропустить ни секунды. Офицер Милс, который всегда казался спокойным и собранным, выглядел заинтригованным и в то же время озадаченным. Я никогда не видел ничего подобного. Почему лисы так себя ведут? Вслух удивился он, потянувшись к рации. Он вызвал подкрепление. Лисы продолжали наступать. Не обращая внимания на растущее присутствие людей, офицер Милс кивнул нам, приглашая держаться на расстоянии, но продолжать внимательно наблюдать. Мы с Рэйчел попытались разрядить обстановку нервным смехом. «Может быть, они репетируют шоу талантов?» – пошутила она. Это была неуверенная попытка, и мы обе это знали. Любопытство грызло нас, побуждая двигаться вперед, несмотря на неопределенность. «Кто бы мог подумать, что лисы могут быть такими загадочными?» – ответил я, пытаясь скрыть растущее чувство тревоги, которое мы оба испытывали. Без предупреждения лисы резко свернули на Уолнат-стрит, что привело нас в более тихую часть города. Болтовня стихала по мере того, как улицы становились менее людными. Здания стояли на большем расстоянии друг от друга, создавая жуткую тишину, которая усиливала напряжение. «Нам продолжать идти?» – спросила Рэйчел с некоторой опаской. Мы зашли так далеко. С таким же успехом можно было бы довести дело до конца. Я ответил. Мы продолжали следовать за ними, полной решимости разгадать их тайну. Хруст гальки под нашими ногами отдавался эхом, когда мы шли по разбитым тротуарам, следуя за неумолимой поступью скульптора. Вверх. Тишина была тревожной, и каждый звук, казалось, усиливался. «У меня от этого места мурашки по коже», – сказала Рэйчел, оглядывая обветшалую обстановку. Лисица, возглавлявшая стаю, выглядела потрясающе. Ее янтарные глаза осматривали окрестности с грацией, которая почти завораживала. Время от времени она останавливалась, а затем бросала острый взгляд по сторонам, словно проверяя, нет ли угрозы. Было ясно, что это не случайное блуждание. Кто-то рядом прошептал: «Это что-то особенное,
как будто оно ведет их. Рэйчел кивнула в знак согласия. Атмосфера была странной, и она захватила нас. Каждый раз, когда лисы останавливались, я чувствовала прилив адреналина, опасаясь, что они могут почувствовать наше присутствие. «Как ты думаешь, они знают, что мы здесь?» – прошептала Рэйчел, в ее голосе слышались волнение и озабоченность. В эти моменты мы затаивали дыхание, чувствуя, что находимся на грани открытия. Рэйчел не переставала подталкивать меня локтем, пока мы шли за лисами. «Это правда?» «Это так странно», – прошептала она, и в ее голосе смешались волнение и недоверие. Я кивнула, все еще пытаясь осознать происходящее. Мы обменялись быстрыми взглядами и пожали плечами, что еще мы могли сделать. Мы дошли до парка, и внезапно лисы разбежались в разные стороны. Похоже, они заранее наметили место встречи, а потом решили сбить с толку своих преследователей. Мы с Рэйчел просто стояли, застыв на месте, не зная, смеяться нам или начать беспокоиться. Люди вокруг нас застыли на месте, широко раскрыв глаза, не зная, что делать с таким поворотом событий. Это, конечно, было совсем не то, чего все ожидали. Виксон, предводительница, направилась к фонтану, жестом приглашая остальных последовать ее примеру. Казалось, лисам нужна была небольшая остановка, чтобы напиться и, возможно, перевести дух. «Думаю, даже лисы не могут ходить без передышки», – усмехнулась Рэйчел, немного разрядив напряжение в воздухе. Мы наблюдали, как они лакают воду, и их синхронные движения еще больше озадачили нас. Казалось, весь парк был заворожен этим неожиданным зрелищем, и каждый из нас погрузился в свои мысли. Рэйчел легонько толкнула меня локтем, указывая на детскую зону. Несколько лис забрели туда с любопытством, поводя носами. Прошло совсем немного времени, прежде чем зрители забеспокоились, особенно родители. «Не совсем то, чего можно было ожидать в парке, да?» Пробормотал я, пытаясь беззаботно разрядить обстановку. Дети, казалось, разрывались между любопытством и осторожностью, наблюдая, как пушистые пришельцы осматривают их игровую площадку. Это зрелище вызвало в толпе смешанное чувство веселья и беспокойства. Родители быстро начали подзывать своих малышей поближе. Их глаза выдавали тревогу, которую они испытывали. «Держись поближе, милая», – посоветовал чей-то обеспокоенный голос. Лисы, казалось, ничего не замечали, но их присутствие вызывало у зрителей не только беспокойство. Мы с Рэйчел обменялись взглядами, понимая растущую нервозность. Лисы продолжили свое исследование, двигаясь с незаметной грацией, которая, казалось, была неуместна в городском парке. Атмосфера изменилась, и все были на взводе. Почти так же быстро, как они разошлись, лисы снова собрались вместе, снова выстроившись в стройную линию. «Ладно, это слишком организовано для удобства», – заметила Рэйчел, приподняв брови. Мы наблюдали, очарованные их аккуратностью. Когда солнце начало садиться, лисы начали сливаться с растущими тенями. Их яркая шерсть потускнела в сумерках, и они, словно призраки, бродили по парку. «Это становится странным», – пробормотала Рэйчел себе под нос, и я не могла не согласиться. Мы последовали за ними, когда они миновали игровую площадку и углубились в более темные уголки. Уличные фонари зажглись, отбрасывая странные мерцающие узоры на приближающихся лисиц. Это было похоже на сцену из какого-то сюрреалистического фильма. Свет едва пробивался сквозь сгущающиеся сумерки. Мы с Рэйчел прижались друг к другу, гадая, что будет дальше. И тут к нам подошла Кэролайн, владелица небольшого магазинчика неподалеку. «Что происходит?» – спросила она, проявляя такое же любопытство, как и мы. На мгновение к нам вернулось относительное спокойствие, когда она объяснила нам, как проехать, почувствовав, что лисы, возможно, направляются в какое-то определенное место. «Они часто так делают», – поинтересовалась Рэйчел. Но Кэролайн только покачала головой. На ее лице читалось что-то среднее между интересом и озабоченностью. Ее знакомство с этим районом оказалось полезным, и мы решили последовать ее совету. Следуя примеру Кэролайн,
Мы отправились в районы, менее знакомые нам, но известные ей. «Это старая часть города», – сказала она, указывая на пустые улицы и стареющую архитектуру. Что бы ни замышляли лисы, нам нужны были ответы. Казалось, у Кэролайн был ключ к разгадке тайны, и мы последовали за ней по пятам. По мере продолжения нашего необычного путешествия лисы свернули в узкий переулок, и их молчаливое шествие увлекло нас дальше. «Этот переулок выглядит древним», – тихо сказала Рэйчел, любуясь потертыми кирпичами и тусклым освещением. Я кивнула, разделяя ее удивление и тревогу. Нас что-то ждало, но что именно оставалось за пределами нашего понимания. В темном переулке лисы внезапно остановились, настороженно прислушиваясь к звукам, которые могли слышать только они. Их синхронность была сверхъестественной, как будто они ждали знака. «Что они слышат?» – спросила Рэйчел. Ее голос был едва слышен. Мы замерли, захваченные напряженным моментом. Казалось, что весь мир затаил дыхание вместе с ними, ожидая следующего шага. Осматривая тускло освещенный переулок, мы пытались уловить, куда могли направиться лисы. «Есть какие-нибудь идеи, Алекс?» – спросила Рэйчел. Ее глаза искали ответы. Я пожала плечами, зная так же мало, как и она. «Возможно, они принадлежали кому-то поблизости», – предположила я, хотя это было всего лишь предположение. Все, что мы знали, это то, что наше любопытство толкало нас вперед, стремясь узнать, куда они направляются. Переулок неожиданно повернул, когда воздух наполнился запахом хлорки, странным образом смешивающимся с вечерней прохладой. «Вы чувствуете этот запах?» – спросила Рэйчел, сморщив нос. «Да, это как будто взорвался бассейн», – пошутила я, пытаясь поднять настроение. Несмотря на наше шаткое настроение, странный химический аромат добавил нам напряжения, заставив задуматься о том, что мы можем обнаружить. Внезапно осознав, что лисы снова пустились на утек, я быстро махнул Рэйчел и Кэролайн, чтобы они не отставали. Они двинулись в путь. Я тихо окликнул их. Каждый шаг казался мне частью большой загадочной картины, к пониманию которой мы постепенно приближались. Офицер Милс постоянно присутствовал в наших мыслях, оставаясь на связи со своей командой, как и обещал. Он заверил, что подкрепление прибудет, тихо потрескивая рацией. Его слова немного успокоили нас, поскольку мы знали, что мы не одни. Без предупреждения Виксен резко повернула направо на ближайшую парковку, застав нас врасплох. Рэйчел и Кэролайн на мгновение отстали, прежде чем догнать нас. Быстрые движения. Кэролайн слегка запыхалась. Внезапное изменение направления заставило нас сосредоточиться и держаться поближе. Какой бы ни была цель, лисы вели нас за собой, и мы без колебаний последовали за ними. Из-за мусорного бака выскочила тощая кошка, вызвав небольшой переполох между лисами и нами. Я чуть не споткнулась, отступая назад. Рэйчел, которая этого не ожидала, хихикнула, и неожиданное появление кошки разрядило напряжение. Лисы на мгновение приостановили свой марш, словно рассматривая неожиданного посетителя, добавляя шутливый обход к своей серьезной миссии. Сдавленный смех Рэйчел удивил меня, ослабив узел напряжения у меня в животе. Мы обменялись улыбками. На краткий миг ситуация показалась мне менее зловещей. Когда мы приблизились к дальнему концу парковки, до меня дошло, что мы находимся рядом со старой закусочной, вывеска которой была наполовину освещена и мерцала. «Это древнее место», – отметила Рэйчел. Лисы ненадолго остановились, казалось, оценивая свой маршрут. «Время не было к нам благосклонно», – вмешалась Кэролайн. Лисы остановились возле припаркованной машины, и их крики превратились в странную музыку. «Они что, поют?» – вслух спросила Рэйчел, обменявшись со мной недоверчивым взглядом. Мы слушали, очарованные необычной гармонией их болтовни и тявканья, эхом разносившихся по улице. Это было нереально, как будто мы были на концерте группы Nature's Band. Вокруг собралось еще больше прохожих, привлеченных необычной симфонией,
Их замешательство и любопытство были такими же, как и у нас. Завернув за угол, мы оказались в неожиданной тишине. Рэйчел прошептала: «Почему все стихло?» Напряжение и жуткая тишина заставили нас замереть. Дальше нас привлекли мерцающие огни заброшенных зданий. Жутковато, правда? Я пошутила, но Рэйчел была очарована таинственным сиянием. Внезапно появилась Джудит, местная журналистка, которая делала снимки. «Какая сенсация!» – сказала она, присоединяясь к нам с восторгом. «Слишком вкусно, чтобы упустить», – усмехнулась Джудит. И мы строили безумные предположения по мере того, как наше приключение становилось все более захватывающим. Мы превратились в странную, целеустремленную группу, которая следовала за лисами, как детективы в детективной истории. В городе воцарилась зловещая тишина. «Как будто все исчезли», – отметила Рэйчел, и странность усилилась. Джудит поделилась дикими слухами о странном поведении лис, что еще больше разожгло наше любопытство. Время от времени из тени за нами наблюдали светящиеся глаза, усиливая жуткую атмосферу. Пожилая женщина пошутила о сокровищах, заставив нас коротко рассмеяться, прежде чем снова сосредоточиться на лесах. На нас снизошла легкость. Смех разрядил напряжение, пока мы шли по тропе. Затем мы поняли, что лисы направляются к старой фабрике, самому посещаемому призраками месту в городе. Рэйчел шепотом рассказала нам старые истории о странных звуках, доносившихся оттуда, и тайна стала еще более таинственной. От ее слов у меня по спине пробежал холодок, напомнив нам о местных легендах о заброшенном месте. Мы обменялись тревожными взглядами, чувствуя, что происходит что-то большее. Здание. Ночь становилась все холоднее по мере того, как мы приближались к вырисовывающемуся строению. Инстинкты подсказывали нам, что это была необычная охота на лис. Рэйчел держалась рядом, нервничая, но испытывая любопытство. Офицер Милс подал знак соблюдать осторожность. «Давайте будем начеку», – сказал он, успокаивая нас, когда напряжение усилилось. Джудит взволнованно настроила камеру, решив запечатлеть момент. У входа Виксон остановилась. Лисы выстроились за ней в шеренгу с пугающей точностью. «Они действительно знают, что делают», – поразилась Рэйчел. «Мы знали, что должны следовать за ними». Стоя перед фабрикой, мы колебались, но любопытство победило. Кивнув, мы переступили порог в неизвестность, влекомые ожидающей нас тайной. Внутри фабрика шептала о своем прошлом, тени колыхались вокруг нас. «Это жуткое место», – сказала Рэйчел, когда мы осторожно продвигались по жутким залам. Мы бродили по тусклым коридорам, уставленным заброшенным оборудованием, ощущая тяжесть забытой истории фабрики. Джудит фотографировала каждую жуткую деталь, решив все задокументировать. Жутковато, но в некотором роде круто, правда? «Мод», – сказала Рэйчел, пытаясь поднять настроение, пока мы продолжали раскрывать секреты, спрятанные внутри. В спешке мы спотыкались о разбросанные инструменты, лязг которых эхом отдавался в пустоте. «Потише», – предупредил офицер Милс, когда мы более осторожно продвигались по жутковатому пространству. От внезапного возгласа Кэролайн мы застыли на месте. Она указала на странное свечение, пляшущее по стенам. Заинтригованные, несмотря на страх, мы поспешили к таинственному источнику света. Офицер Милс включил рацию, но услышал только помехи, и мы почувствовали себя изолированными. Тем не менее, наша решимость росла, подпитываемая любопытством. Любопытство. Внутри фабрики, словно призрачные реликвии, стояли пыльные, устаревшие станки. «Похоже на музей», – прошептала Рэйчел, пораженная красотой заброшенного производства. Мы осторожно пробирались среди реликвий, густая пыль и тишина вокруг только усиливали таинственность. Рэйчел озвучила то, что нас всех интересовало. Что они здесь скрывают? Наше любопытство только усилилось, и мы проникли еще глубже внутрь. Внезапно лисы появились снова, лавируя между нами и уводя нас вглубь. Джудит запечатлела их движение, пораженной их целеустремленностью.
Напряжение нарастало по мере того, как каждый шаг приближал нас к раскрытию тайны фабрики. «Вы это чувствуете?» – спросила Рэйчел, волнение смешивалось с нервозностью. Мы подошли к дверному проему, освещенному жутким светом. Виксен, главная лиса, понимающе смотрела на нас, усиливая таинственность. Застыв, мы смотрели в мягко освещенную комнату, чувствуя, что вступили во что-то большее, чем мы сами, разрываясь между удивлением и страхом. Мы поняли, что лисы двигались со странной, организованной точностью. Офицер Милс осторожно провел нас в освещенную комнату, наполненную тайной. Когда мы вошли внутрь, наши сердца учащенно забились, предчувствуя что-то необычное. Лисы управляли старыми машинами, возвращая их к жизни. Мы были ошеломлены, увидев машины, производящие фальшивые деньги. Офицер Милс быстро вызвал подкрепление, решив остановить их. Пока мы готовились к действиям, Виксен тихо исчезла, выполнив свою миссию. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые истории.